Всем привет! Мы продолжаем изучать свободные экономические зоны Эмиратов. И сегодня наше видео будет очень интересно. Мы приехали в Шамс. Это свободная зона, которая создана специально для компаний из сферы медиа, производства контента, игр, СМИ. Мы изучим инфраструктуру и поймем, почему Шамс так мощно выросла за последние 2 года. С вами Виталий Черясов и видеопроект «Бизнес без границ». Поехали! Небольшая справка для тех, кто вообще не знает, что такое фри-зоны в ОАЭ. По сути, это территория со специальным налоговым режимом, на которой вы, как иностранный гражданин, можете зарегистрировать бизнес без участия местных партнеров. В Эмиратах действует более 40 различных фри-зон. Некоторые располагаются в одном здании, а другие занимают территорию целого города. В каждой есть свои условия и уникальные фишки, за счет которых фри-зона стремится привлечь новых и удержать существующих клиентов. Что, вот мы и на месте. Это новое здание фри-зоны Шамс, которое несколько лет назад только начинало строиться. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Добро пожаловать в Шамс. Да. Это у нас бизнес-центр, который уже работает с 2020 года. Как вы видите, он у нас новый, современный. И это очень интересно сочетается с локацией. То есть посередине пустыни находится такой современный бизнес-хаб. Пойдем посмотрим его? Да, конечно. Мы находимся в одном из блоков нового здания фри-зоны Шамс. Здесь территория разделена таким образом, что клиент фри-зоны может выбрать различные виды помещений. То есть это небольшие кабинеты на одного, это небольшие переговорки, большие переговорки, а также кабинеты для предпринимателя, которые побольше, да? Это первый этаж, а на втором этаже то же самое? Или как? Нет, на втором этаже у нас офисы. То есть ты пришел один, взял вот такой кабинет, твое ревеню начало расти, ты нанимаешь персонал, да. И чем больше ты становишься, тем выше поднимаешься. Да, вы правильно отметили. Логично. Фри-зона Шамс была запущена в 2017 году. Ее задача – развитие медиа-индустрии и бизнес-сообщества в Эмирате Шарджа. Фри-зона позиционирует себя как юрисдикция для креативных предпринимателей в сфере медиа, но на практике есть огромный список разрешенных видов деятельности, под которые свободно выдают лицензию. Когда речь заходит о видах бизнеса, у нас огромный выбор разрешенных видов деятельности. Очень большой список. Вы можете выбирать направления в медиа, в трейдинге, в продаже каких-то товаров и услуг. Виды деятельности разделены на 3 основные категории, но внутри этих категорий у нас более 2000 различных направлений, где вы точно найдете то, что вам нужно. Мы находимся в самом сердце фри-зоны Шамс. Это лаборатория по производству контента. И вот прямо сейчас здесь снимают какое-то интервью, смотрите. Эта зона, она в частности используется как зона для разных воркшопов, для разных мастер-классов, для различных съемок, для поддержки наших клиентов, чтобы они могли создать себе такой медиапродукт. Вот, как вы видите, вот эта зона в частности используется для работы с техникой, для работы с камерой, для различных фотосессий. Какие-то мощные камеры стоят, я смотрю. Оборудование не из дешевых. Да, и каждый наш клиент может воспользоваться этой услугой, этой зоной. На этой части у нас сейчас есть 2 студии. Один как для записи видео-аудио подкастов, а второй для работы над ними. Здесь, конечно, не снимешь большое кино, но, в принципе, можно генерить достаточно популярный в наше время контент. Это стримы, видеоблоги, видеоподкасты или аудиоподкасты. Записал. Переходим в следующую зону. Это зона монтажа. Для этого здесь есть все необходимое. В том случае, если бы я использовал инфраструктуру Шамс для того, чтобы работать над своим YouTube-проектом, то после съемок я пришел бы как раз в эту студию и занимался, ну, конечно, если бы я это делал сам, я бы занимался монтажом видео. Для этого здесь, в принципе, имеется все необходимое оборудование. В 2022 году мы решили открыть компанию здесь, в Эмиратах.
вот, для того, чтобы поддерживать зарубежных клиентов. Вот, проект Paywall, он занимается монетизацией контента. Через нас можно монетизировать курсы, комьюнити, сообщество открывать. И, в принципе, любой контент в Телеграме. Насколько я знаю, Шамс – это в первую очередь свободная экономическая зона, которая ориентирована на развитие проектов в медиасфере. А вот немножко как будто бы не стыкуется выбор, да, в пользу Фризона, IT-проект и Шамс. Почему был сделан именно такой выбор? Ну, на самом деле, там разные проекты есть. Может быть, они используют это в своем маркетинге, продвигают. Там я видел разные, есть визы для тех, кто даже вот приезжает, видеопродюсеров и так далее. То есть SOL, как называют это, лицензии. На сайте у них нужно много увидеть, можно маркетинговых материалов на эту тему. Но они к любому бизнесу открыты. Там можно получить активити на совершенно разные виды деятельности. Да, мы называемся Sharjah Media City, но это не означает, что мы лимитируемся, да, ограничиваем наши виды деятельности. То есть, да, у нас есть такая миссия, как поддерживать медиа-бизнес, предпринимателей в сфере медиа онлайн, да, но тем не менее у нас большой спектр activities. Например, с Шамс можно взять лицензию на general trading, на оптовые продажи, на e-commerce, на консалтинг, на услуги, на сервис. То есть спектр индустрии очень большой. Вот. В этом плане, да, у нас немного клиенты иногда они пугаются от названия, но вот это я всегда отмечаю, что нет, мы не фокусируемся только в медиа, да, бизнесе. Это может даже подтвердить наша клиентская база. Большинство наших клиентов – это general trading, на оптовой торговле. Если вас заинтересовал вопрос открытия компании во Фризоне Шамс, то сделать это весьма просто. Приезжаете в главное здание Фризоны Шамс, заходите, вас встречают, консультируют, отправляют к нужному специалисту. Пока вы ожидаете, можете присесть в зону ожидания, где вам предложат чашечку свежесваренного кофе. Мы постарались максимально упростить весь процесс. Первый шаг для того, чтобы кто-либо, и вы в том числе, открыл тут бизнес. Это получить лицензию на ведение бизнеса от какой-либо юрисдикции, чтобы получить согласие от правительства. Если вы обращаетесь в Sharjah Media City, мы зададим вам ряд вопросов. Например, какой бизнес вы хотите открыть? Потребуется ли оформление бизнес-виз под вашу компанию? Если вам нужна семейная виза, мы предоставим все удобства для прохождения медицинских тестов и сдачи биометрии. Мы все согласуем, и у нас есть своя команда для этих задач. После этого, получив лицензию, вы проходите эту пошаговую процедуру, чтобы оформить ваше проживание в Эмиратах. Вы можете получить вид на жительство, вы можете открыть почтовый или корпоративный банковский счет, и после этого вы можете начать развивать тут ваш бизнес. Расскажите немного о планах развития Фризоны Шамс. У нас есть большая территория. Вы уже наверняка успели изучить. Большая территория позади этих корпусов. На этой территории мы планируем постройку недвижимости, где люди смогут жить. Мы планируем размещение складов, мы планируем строительство студий. Так что если вы хотите, к примеру, записывать музыку, вы можете пойти в студию и воспользоваться ей. У нас стратегические планы у Шамс, и вот эта зона вокруг Шамс, да, оно в будущем планируется, что там будут большие зоны для видео, кино, съемок. Вот. Уже сейчас там что-то снимается в пустыне. На данное время эта зона уже выдается на различные съемки, вот, но в будущем там уже будет определенная инфраструктура для таких больших уже съемок. Ну что ж, возможно, в ближайшем будущем мы увидим какой-нибудь голливудский блокбастер, который был снят во Фризоне Шамс. Это мы называем share desk, то есть каждый клиент может прийти и устроиться и вести свою деятельность. Даже ящички есть, замочком можно что-то здесь хранить. Да. И вода. Кому нужно, например, более фокусироваться на работе, закрытая рабочая зона, то предоставляется это. Ну, в принципе, помещение оформлено как стандартный коворкинг-центр. Да. Да, со всеми его плюсами, возможно, минусами. Да, ну, это кому как нравится. Ну, вот минусы мы заметили, что это, в частности, кто-то хочет вести какой-то свой переговор, да, конфиденциальный, скажем. И это смущает, потому что вокруг есть другие компании, да, которые сидят. Поэтому мы предоставили решение этой проблемы. Это вот будки. Ну, в принципе, здесь, как я увидел, есть решение на разную потребность. Это coworking space, если ты не хочешь тратить много денег, много средств на аренду офиса. Да? Это небольшие офисы, и это офисы побольше. Мы поднялись на второй этаж здания. Здесь уже офисные помещения
побольше, рабочих мест также больше. Вот такой вот стейшн стоит, который можно использовать. Здесь, к примеру, офис уже на 7 человек. Понятно, что это не какой-то такой, знаете, огромнейший офис для больших компаний, но для тех, кто только начинает свой путь в Объединенных Арабских Эмиратах, это самый наиболее оптимальный такой вариант. Вообще, одна из уникальных особенностей фризоны Шамс – это то, что данная фризона дает возможность арендовать офисные помещения в любом Эмирате. Главное, чтобы у этого помещения, у владельца этого помещения была лицензия на бизнес-центр. Поэтому сама фризона не строит каких-то больших зданий, огромных пространств, потому как они дают опцию, в принципе, расширенную. Вы можете открыть компанию в Шамс, а офис арендовать, к примеру, в Дубае, в какой-то крутой новой современной башне. И такие опции дают далеко не все свободные экономические зоны в Арабских Эмиратах. Вот все-таки тот побуждающий фактор, который явился основным для выбора Шамс, это стоимость, оперативность или наличие той лицензии, которую вы искали? Что было? Оперативность, наличие лицензии, а стоимость примерно была одинаковая во всех фризонах, где я смотрел, плюс-минус одно и то же. Я посмотрел на несколько, у этих был хороший сайт, быстрая поддержка, и они сделали все быстро. Скажите, есть ли какие-то инновации в области взаимодействия резидентов и самой фризоны? Да, давайте расскажу. Весь мир требует от нас диджитализации. Мы не требуем от людей сидеть с нами и обсуждать что-то вживую. Все можно сделать онлайн. Все в формате видеоколл. Мы также даем вам ссылку. Вы кликаете на нее, идете на страницу сайта, где вы можете заполнить форму, загрузить документы и получить лицензию. Довольно быстро. Да, быстро. Вы можете делать все из любой точки мира. Во время медицинских тестов вы, конечно, должны быть здесь. Во время сбора биометрии вы должны быть здесь. Но вы можете начать ваш процесс получения лицензии до того, как вы получите разрешение на въезд в страну из любого другого места. Один раз вы въезжаете, делаете медицинские тесты и регистрацию, но в остальное время вы можете жить где вам угодно. В этом инновационная идея. Вам не нужно быть привязанным к одному месту. Вы можете перемещаться между разными странами и разными городами внутри страны, все еще имея доступ к управлению вашим бизнесом и мониторить, как идут дела. Фризона Шамс также подпадает под федеральное законодательное регулирование, и те компании, которые здесь регистрируются, должны платить налог на прибыль. Но есть определенные исключения, и данная фризона также консультирует по вопросам возможного исключения по оплате налога на прибыль. Знаете, такой наиболее частый распространенный вопрос в текущей ситуации после того, как был введен корпоративный налог, а в чем, собственно, привилегии регистрации компании во фризоне? Что такое free? Да, free это значит освобождение от чего-то, освобождение от каких-то налогов в том числе. Сейчас, когда компания во фризонах также обязана платить налог, в чем, собственно, заключается преимущество регистрации компании во фризоне перед регистрацией компании на территории Майнленд? Мне кажется, на этот вопрос каждая фризона будет иметь свой ответ. Потому что у каждой фризоны свои законы, свои требования, свои правила. Да? Например, в нашем случае я бы, наверное, отметила то, что мы, как authority, да, мы не будем вмешиваться в дела наших клиентов. То есть мы не будем вести какой-то либо мониторинг, мы не будем требовать финансовой отчетности. То есть в таких случаях мы не будем вмешиваться в ведение бизнеса. Да, конечно, нужно вести бизнес в рамках закона Эмиратов, но, тем не менее, детальнее мы не будем вмешиваться. Например, если клиент завтра придет и скажет, я хочу закрыть свою компанию, да, то в этом случае мы не будем требовать каких-либо дополнительных документов или отчетности, чтобы доказать, что да, вам нужно закрывать компанию. Почему я могу порекомендовать открывать свою компанию в Шамс, а не, например, Mainland? Да? Это, во-первых, цены. Мы ориентируемся на начинающих предпринимателей, также на большой бизнес. То есть каждый предприниматель разного масштаба, он может найти себе подходящий пакет и открыть компанию. Во-первых. Во-вторых, виды деятельности. Например, в Mainland очень строгие требования к каждому виду деятельности, да? И на каждый вид деятельности нужно иметь определенную лицензию. В нашем случае в этом плане мы оказываем максимальную поддержку, потому что под одной лицензией клиент может иметь несколько видов деятельности, что очень упрощает ведение бизнеса, особенно для начинающих, потому что они хотят вести бизнес в разных сферах,
В этом случае мы позволяем клиентам иметь разных видов activities под одной лицензией. Мне кажется, вот в таких планах это очень упрощает выбор компании, и клиент может сразу же понять, что да, ему легче будет начать свое дело с лицензией Shams. Ну, то есть, если подводя итог, это 3 пункта. Первый – это упрощенная процедура ведения и закрытия бизнеса. В случае неудачной бизнес-истории такое тоже случается. Второе – это стоимость, что тоже важно, особенно на начальном этапе. И третье – это совмещение нескольких видов деятельности в рамках одной компании, что тоже отражается на стоимости. Если в Mainland надо открывать несколько компаний, то в Shams можно открыть одну компанию, которая будет заниматься всеми этими видами экономической деятельности. Правильно? Да. Супер. Наше путешествие по фризоне Shams подошло к концу. Какой вывод можно сделать, исходя из того, что мы здесь увидели? Достаточно развита инфраструктура, но самое главное – это клиентоориентированный подход фризоны Shams. Они помогают как на старте, так и в процессе развития ваших проектов в Объединенных Арабских Эмиратах. Можно начать с нуля и достичь успешной бизнес-истории при поддержке фризоны Shams. Но для того, чтобы корректно начать и продолжить свой путь, лучше всего привлечь консультантов. Именно для этого мы создали онлайн-платформу Upper Setup, которая помогает решить различного рода задачи и поддерживает бизнес на разных этапах. С какой целью вы приехали в Арабских Эмиратах? Какое место регистрации выбрать наиболее оптимально для старта? Все это вы найдете на платформе Upper Setup. Проходите по ссылочке, записывайтесь на консультацию к эксперту и получайте готовое решение. С вами, как всегда, эксперт по бизнесу в Объединенных Арабских Эмиратах Виталий Черясов и видеопроект «Бизнес без границ». До встречи в новых выпусках. Пока!